Новый эпический бигтаймовский пак с игроками Манчестер Юнайтеда привлек достаточно внимания, и помимо дебюта в нем Джорджа Беста, не меньше бугур также вызвала новая карточка Петера Шмейхеля. Казалось бы, знакомая нам мета на рамку, прекрасный плеер ID, в целом репутация одного из самых сильнейших голкиперов, да и по сути самого сильного голкипера среди эпических вратарей. А дело в том, что новой версии подрезали параметры и модельки, и некоторые, толком не разобравшись, в чем дело, уже начали кричать о том, что якобы новый Шмейхель не мета, и на него не стоит обращать внимание. Но так ли это на самом деле? Стал ли Шмейхель хуже после появления новой карточки? Я счастливый обладатель этой версии, я поиграл за него в рамках дивизионов, именно первого дивизиона, и в принципе мне есть что сказать за его модельку. К сожалению, я не проведу прям какие-то конкретные тесты, как это делают условные Амадеузы, eFootball Lab и прочие подобные куда более талантливые ребята, поэтому все сказанное, да и в принципе увиденное вами по ходу этого ролика, это будет мое вот субъективное мнение, ну и непосредственно геймплейные кадры, мои кадры игры в дивизионах и непосредственно опыта, поэтому давайте разбираться. Новогодние праздники уже закончились, а на PlayRock забыли убрать подарки. Ведь здесь есть буквально все, что может понадобиться геймеру зимой. Сотни игр, тысячи продавцов и различных товаров, а также все игровые новинки. Тут можно найти донат, ключи, предметы, и все это по самым выгодным ценам, потому что не забыли убрать новогодние скидки. А если вам понадобится пополнить стимовский аккаунт, то только по моему промокоду комиссия составит 0%. Да, вы не ослышались, пополнение Стима без комиссии. Новогодняя халява не заканчивается. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Так что если планировали закупиться или пополнить Steam, успейте, пока эти новогодние подарки еще есть на любимом игровом маркетплейсе. Лучшие цены и пополнение без комиссии на PlayRock с моим промокодом и по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Итак, как мы все с вами знаем, помимо параметров роста, в целом цифр, которые проставлены тому или иному игроку, также для голкиперов в частности не меньшее значение имеет длина рук. Если для тех же самых опорников, да и в принципе для других игроков тоже, но там для защитников, опорников, значение имеет именно длина ног, потому что длинноногим футболистам легче оказываться впереди, перехватывать мячи, то в случае с голкиперами это, конечно же, руки, длина конечностей, опять же длина рук. И вот здесь-то мы узнаем не совсем приятную правду относительно новой версии датчанина, ибо в отличие от своих двух предыдущих появлений, новая карточка чуть-чуть потеряла в длине руки и в размере руки. Размер упал на 2 пункта, с 9 пунктов у двух предыдущих карточек на 7 пунктов, тогда как длина руки упала только на 1 пункт. В основном новая карточка проигрывает во всех параметрах модельки, и длины ног, и рук, и так далее, разве что плечи пошире у новой версии. Тогда как общий рейтинг и в целом цифры, которые относятся к голкиперу, они, конечно же, лучше двух предыдущих появлений. Рост у Шмейхеля никак не изменился, и поэтому предлагаю обратиться на соответствующие странички со Шмейхелем на eFootball Hub, поскольку вот помимо основных цифр, которые непосредственно фигурируют в игре, eFootball Hub также демонстрирует покрытие, которое вот осуществляют футболисты либо своими ногами, либо своими руками. И как мы можем заметить, несмотря на то, что новая моделька якобы проигрывает там вот по всем параметрам, она хуже двух предыдущих появлений, покрытие рук у них в основном-то одинаковое. Ну да, на 0,5 сантиметра покрытие рук у новой карточки чуть похуже, чем у двух предыдущих, но если округлять, это все те же 179 сантиметров. То есть, по сути, покрытие рук у новой карточки, даже при условии, что она чуть-чуть проигрывает по модельке, сильно-то хуже и не стало. Да и в принципе, по ходу всех матчей могу сказать с уверенностью, что в своей надежности Шмейхель вообще никак не изменился, потому что за все время существования в первом дивизионе я играл против него, играл неоднократно, и это действительно один из тех голкиперов, которых и вправду не так уж и просто пробить. И вот хотите верьте, хотите нет, и я даже не исключаю, что возможно это эффект после донатной, когда вот карточка у вас играет первую неделю в составе. Со Шмейхелем на воротах я действительно чувствовал себя уверенно и достаточно
достаточно надежно. И особенно после опыта игры с тем же самым бесплатным Каном на втором аккаунте, я прям ощущал, что защитники прям всячески стараются помогать голкиперу сохранить ворота в неприкосновенности. Тогда как с тем же самым Каном, ну, подобного было намного и намного реже. То есть помимо того, что сам Шмехель очень хорошо играл, как будто бы вместе с ним хорошо играла и вся защита. То есть вот такой вот эффект работоспособности всех и вся.